История одной субъективной ошибки. Смутные детские воспоминания о полетах на Ан-2 и Ил-14 остались настолько смутными, что я и не сомневался в полетах со старого Кишиневского аэродрома. И какое-то время пребывал в полной детской уверенности, что этот аэродром находился ниже улицы Аэродромной на ровном участке низменности вдоль Бычка. Но как-то раз, давным-давно, в разговоре с женой, мы оба засомневались вдруг, чего это аэропорт на болоте стоит. С вопросом обратились к моему папе, и он подтвердил, что на этом болоте был ипподром, а вот аэропорт находился совсем в другом месте, где-то на Верхней Рыжкановке. Да и взлетать из этого аэропорта я не мог, поскольку родился в 1962 году, и упомянутые полеты совершались уже позже, из обновленного в 1960 году аэропорта, который находился там же, где и сейчас расположен новый, но с другим, теперь тоже устаревшим зданием аэровокзала. Вот так ошибка побудила нас провести совместное семейное расследование и прояснить для себя ситуацию со старым аэропортом. И вот мы вдвоем с жаром взялись за клавиатуры и фотоаппараты. Теперь, во времена интернета, соцсетей и смартфонов, это стало просто, и поэтому быстро нашлась нужная информация. В принципе, уже все исследовано и опубликовано до нас. Но, тем не менее, мы с интересом прошлись по следам и получили немало удовольствия и новой информации о своем городе. Конечно же, масло в огонь поиска добавили и знаменитый румынский авиатор боярско-княжеского рода Константин Бызу Кантакузино, а также советский ас, трижды Герой Союза Александр Иванович Покрышкин. И даже злодей Рейнхард Гейдрих, обергруппенфюрер СС, начальник главного управления имперской безопасности, одновременно и неудачливый пилот Люфтваффе. Их жизненные пути отчасти соприкасаются со старым Кишиневским аэродромом. Но это уже совершенно другие истории. Как-нибудь в другой раз. Основной задачей поиска мы для себя выбрали локализацию положения старого аэродрома, его вспомогательных строений и, по возможности, привязка их к современной карте города. Отправной точкой можно считать стародавнее фото, сделанное, по-видимому, с водонапорной башни у входа на Камсик. На фото на переднем плане церковь Сретенья Господня в составе теологической академии во дворе университетского комплекса. В советское время в здании церкви размещался спортивный зал Государственного университета с кафедрой физического воспитания. Не знаю, сохранилась ли чугунная лестница завода Сербова внутри, ведущая в прежние времена на колокольню. Вдали, в перспективе, виден Рыжкановский холм со стрелками, указывающими на примерное расположение летного поля аэродрома и важного для поисков ориентира — небольшой часовни Александра Невского, воздвигнутой в честь болгарских ополченцев, героев Шипки. Расположение этого объекта возле бывшего кинотеатра «Шипка» все кишиневцы хорошо знают. В правом углу фото расположен фрагмент городского плана 50-х годов. Взглянем на него повнимательнее. Надпись «Кишинев» на плане расположена прямо на Рыжкановском холме. Чуть ниже, под буквой «Ш», виден прямоугольник с символом ангара с бензохранилищем или пожарного водоема внутри площади, обведенной пунктиром. Там же внутри видны обозначения строений и дуга из одиноко стоящих деревьев. Именно сейчас давайте откроем искан немецкой аэрофотосъемки, сделанной 3 мая 1944 года. Кроме силуэтов самолетов, рулежных дорожек, строений, тропинок и воронок от разрывов, которые интересно разглядывать, можно увидеть и квадратный ангар, и дугу из деревьев. С большой долей вероятности можем предположить, что на следующей фотографии и видно окончание этой дуги из деревьев, позади которых виден бетонный фундамент ангара.
а перед дугой стоянка самолетов У-2 или 2, а также одно из строений, которые можно сопоставить со сканом. К этой дуге мы еще вернемся. А вот правее и ниже ангара и облаков в правой нижней трети немецкого скана виден небольшой купол церкви. Становится любопытно, не правда ли? По этим ориентирам можно попытаться совместить городской план со сканом. Но не будем спешить и слишком доверять практически рисованному плану. Откроем схему аэропорта межвоенного периода. Именно тогда, будучи пилотом, Ларес в Бельцы через Кишинев из Бухареста неоднократно летал Константин Кантакузина, которого с детства фамильярно прозвали «Бызу» за созвучие со звонким голосом его первого мотоцикла. И этот позывной прилип намертво до самой таинственной и до конца не расследованной гибели летчика в 1958 году в Испании. Но не будем отвлекаться на легенды. Из схемы можно подчеркнуть очень полезную информацию. Длина летного поля была больше 1220 метров, ширина больше 500 метров. Указано направление на север. Все это может помочь при совмещении карт, планов и фотографий. Кстати, на схеме отмечен и центр поля, который можно разыскать и на разных сканах немецкой аэрофотосъемки. Центр поля, как, например, и ветровой конус, это неотъемлемый атрибут разметки грунтовых аэродромов, где нет четко выделенной взлетно-посадочной полосы. Попробуем совместить немецкий кадр с современной картой. Понятно, что полного совпадения ожидать не приходится, но на полном скане видны квадраты разбомбленных кварталов центра Кишинева со множеством ориентиров. Ориентиров, которые остались и по сей день. Что ж, придется пофотошопить. Садимся вместе за комп и внимательно разглядываем современную карту и немецкую аэрофотосъемку, находя совпадающие фрагменты кварталов и дорог. Увлекательнейшее занятие, скажем мы вам. Сначала проводим жилку дорог вдоль улицы Пушкина, вплоть до Бычка. А вот и старый мост через речку. Переходим его и, повиляв по зигзагам, продолжаем прокладывать путь по улице Петрарии, совпадающей со старой дорогой. Улица уходит вверх на север, а мы продолжим движение по переулку Андрея Доги и выходим на улицу Аэродромную. Уже теплее. Двигаемся дальше и, фактически, упираемся в летное поле. Теперь давайте проведем и линии остальных современных улиц, которые, как улица Думитру Рышкану, совпадает со старой дорогой, либо нет, как улица Николая Димо. Затем обрисуем контуры аэродрома и летного поля. И, наконец, проявим под контурами современную карту. Вот и она, локализация старого Рышкановского аэропорта. Но сделаем еще несколько шагов, углубляясь в историю. В материалах, связанных с аэропортом, часто упоминается акациевая роща. Например, во время войны там были блиндажи и укрытия для личного состава. Замечательно, но эта роща, хоть и отчасти, но сохранилась и до ныне. Вот это место на карте. Зная расположение сейчас, рощу можно отыскать и на скане. А вот нынешние фотографии рощи. Кстати, с юго-восточной опушки рощи мы нашли множество фрагментов старого асфальта. Роща видна и на некоторых старых фотографиях. Например, фото с прибытием в Кишинев патриарха Алексия I на Ил-14. Сразу за рощей и дугой из отдельно стоящих деревьев простиралось на север летное поле. Учитывая отметку центра поля, можно предположить, что его размер ограничивался современным афганским парком. Хотя, вероятно, территория аэродрома располагалась и далее, примерно до улицы Студенческой,
С вырезом, однако, там, где пилили котелец. Посмотрите на белые выработки, видимые на немецком скане. По этим же фотографиям видно, что самолет Ли-2 выруливает по асфальтовому покрытию. Это несмотря на то, что основное летное поле было грунтовым. В другом ракурсе это покрытие наблюдается и на фотографии, сделанной при строительстве микрорайона, указано стрелкой. Эта фотография любопытна еще и тем, что на ней виден купол церкви в левой части, акациевая роща вверху справа, вместе с некоторыми строениями, котлован будущего пруда и фрагмент улицы Броништий, ранее Бурлаченко, с узнаваемыми зданиями и школой. Даже разметка будущих дорожек парка, которые сегодня находятся в отличном состоянии. Спасибо градоначальнику. Жаль, что будущую лестницу, которая на фото протягивается к нам чуть левее середины, так и не отремонтировали. На этой же фотографии виден, по всей вероятности, еще один интересный объект. Но обо всем по порядку. Вернемся к обсуждению асфальтированной площадки. Многие очевидцы утверждают, что она была небольшой, отчасти покрытие было даже просто бутовым. Однако посмотрите выше на фото с прилетом Патриарха. Мы полагаем, что разметку не стали бы делать на грунте. Вот еще любопытный кадр с первым вертолетом в авиаотряде. Слева над крышей ЗИМ-ГАЗ-12 виден купол церкви, одного из главных ориентиров. А вот под ЗИМом асфальт, заправочный ЗИС понятен. Победа ГАЗ-М-20 еще тоже понятно. А что там делают официальные ЗИМы? Можем предположить, что это все-таки еще продолжение улицы Аэродромной. А еще помните замечание о дуге из отдельно стоящих деревьев с ангаром или водоемом? Взгляните внимательно на спутниковый снимок 1966 года. Кроме строящихся домов, на нем видны и остатки этой дуги, и даже ангара или водоема. Но самое важное — виден сохранившийся от аэропортовской инфраструктуры домик. После закрытия аэропорта в нем находилась бухгалтерия Октябрьского райкома комсомола. Здание стоит и сейчас, и даже подремонтировано. И часть этих выросших отдельно стоящих деревьев и сейчас образуют дугу позади этого здания. Один из самых интересных вопросов, обсуждаемых нами обоими до ночных споров, а где, собственно, здание аэровокзала? Вот оно на старом румынском фото, вот оно же на фото 50-х годов. Просмотр фильма «Колыбельная» Михаила Калика, в котором использованы кадры старого аэропорта, не очень помог. Но зато принес удовольствие от игры таких молодых и таких знаменитых в будущем актеров, а их букет там великолепен. Это к вопросу о замечательной утраченной киностудии «Молдова фильм». Эх, молчу. Вернемся к городскому плану. В конце улицы Аэродромной есть какое-то ответвление вправо, и форма здания похожа. А ну-ка поглядим на скан. И вот оно. Еле видно, но это оно. Обрисуем контур и обозначим его местоположение на современной карте. А если вернуться к фото с панорамой на улице Бурлаченко, то, сверяясь со спутниковым снимком 1966 года, можно провести азимутальный пеленг слева от строящейся школы на едва заметное здание. Вот это на фото и есть здание аэровокзала. Эх, жаль. От него ничего не осталось. Разве что сходить поковырять землю в поисках фундамента. Но зачем? Фундамент не в земле, а в мозгах. Здорово уже то, что многое отыскалось. И мы теперь знаем это и делимся знанием. А значит, память об этом легендарном месте еще поживет.